когда речь идет о действительно сложных вещах, например, о желании завести роман на стороне и жить двойной жизнью, чем поставить при выявлении этого факта под риск семью и репутацию, большинство, особенно мужчин, на это легко подписывается. Почему так происходит? Все, что я хочу сказать, это мы не принимаем свои решения сами, по-настоящему осознанно. Но это вовсе не обозначает, что мы не можем принимать правильные и хорошие решения. Добра и мира моим слушателям, вы на канале Антидот. И мы продолжаем говорить, а что же все-таки нужно, чтобы сбросить вес без диеты, упражнений и силы воли? И как мы уже упомянули в прошлых выпусках, нужно всего две вещи. Научиться думать и быть честным самим собой. О том, как начать учиться думать, мы говорили в позапрошлом выпуске. В прошлом мы говорили, зачем быть честным самим собой. И в этом ответим на вопрос «как?». В этом выпуске мы немножко изучим, как работает наш мозг. В каких отношениях находится наше сознание с нашим подсознанием. Я приведу примеры современных исследований, в которых специалисты ответили на эти важные вопросы на приборах. Будет немножко заумно, но это необходимо для того, чтобы понять, как нам можно измениться, когда именно наш мозг всячески этому препятствует. Материал нуждается в осмыслении, потому как я осмелюсь привести ссылки на научные доказательства всего того, о чем я говорил до этого. Но прослушать это стоит. Хотя бы потому, чтобы убедиться в правдивости тезиса, приведенного в самом первом выпуске. Жить в желаемом весе очень легко, если разобрался как. Итак, в далеких 50-х годах прошлого столетия юный специалист-физиолог Бенджамин Либет решил поработать в нейрохирургическом отделении одной из больниц Сан-Франциско. И я его понимаю, я бы тоже согласился, потому что операции на открытом мозге – это интереснейшее мероприятие. Они проводятся без общего наркоза, поскольку необходимо, чтобы пациент был в сознании. А врачу необходимо разговаривать с пациентом, чтобы понимать, на каких участках мозга он работает. Понимаю, звучит страшно, но дело в том, что в человеческом мозге нет рецепторов. Поэтому в процессе подобной операции обезболивают только кожу перед разрезом и череп перед распилом. И вот в процессе экспериментов доктор Либет раздражал определенные участки мозга и наблюдал результат стимуляции мозга. И таким образом измерял скорость реакции. И понятно, что она происходила через некоторое время после подачи электрического импульса. И важно было определить количество времени, необходимое от его передачи до возникновения движения рукой или ногой. И вот благодаря этим экспериментам выяснилось, что эта самая скорость составляет не менее половины секунды. Может показаться, что это очень мало, но с точки зрения физиологии, наоборот, это очень много. Но тут сразу еще возникает другой вопрос. А где в этот момент находится человеческое сознание? И вот далее Либет сконструировал специальную машину. Один из датчиков он подвел к голове пациента, там располагался шлем с электродами, а второй прикрепил к запястью. Пациент смотрел на большой белый циферблат, и по нему двигалась зеленая точка. И ему нужно было засечь тот момент, когда он примет сознательно решение пошевелить кистью. И в результате эксперимента были выведены три следующих показателя. Первое. Время, когда человек решил пошевелить кистью. То есть это зеленая точка, которая постоянно двигалась. Дальше. Время, когда мозг испытуемого возбудился, чтобы пошевелить кистью. Это информация, которая приходила со шлема. И дальше время, когда кисть действительно начинала шевелиться. Это вот датчик, который стоял на запястье. И вот как вы думаете, в какой последовательности шли эти три времени? Если размышлять вот как большинство думает об этом, то в первую очередь человек принимает сознательное решение пошевелить своей кистью. Далее мозг дает команду, и уже вот после этого кисть действительно пошевелилась. Но эксперимент показал совсем другое.
Либет доказал, что наш мозг принимает решение раньше, чем наше сознание. В тот момент, когда наш мозг принял решение пошевелить рукой, наше сознание, оказывается, об этом даже не подозревает. Проходит почти полсекунды, и наше сознание узнает об этом решении нашего мозга. И еще через где-то 0,1 долю секунды сокращается мышца на запястье. Результаты эксперимента стали настоящим открытием. Ведь только сам этот факт отвечает на многие философские вопросы, которые сотни и тысячи лет будоражили умы людей, желающих изучить человеческую природу. И понятно, что ему сразу не поверили. В научном журнале сначала просто отказались печатать его статью. Якобы такого не бывает. Иди, чувак, лучше перепроверь результаты. И, конечно, эксперименты Либета были не единственные. Они лишь дали старт для будущей научной революции. Впоследствии были проведены тысячи этих таких экспериментов, причем и сторонниками, и противниками его теории. Из этого мы видим, что значение нашего сознания в нашей жизни не так велико, как мы себе это представляли. Сегодня эксперименты в этой области продолжаются, но уже с помощью аппарата функциональной магнитно-резонансной томографии. И проводятся они на многих базах, и уже почти 10 лет назад в Институте психологии и нейрофизиологии имени Макса Планка в Лейпциге удалось определить, что можно за 7 секунд до совершения действия определить, что человек решит сделать. То есть мозг за 7 секунд до решения сознания принимает то или иное решение для совершения этого действия. Так вот, вспомните, сколько раз вы винили себя за решение, которым тараканы вашей головы аплодировали стоя. Сколько раз корили себя, что скатывались с диеты, которой решили держаться, пока не увидите кубики на животе. Сколько раз называли себя слабаком и лентяем, когда не могли заставить себя пойти в спортзал, хотя абонемент был куплен на год вперед. И сейчас уже не важно, о какой ситуации идет речь. О том, что вы любите выпивать после работы или целыми днями сидеть в интернете, есть вредную еду или играть в компьютерные игрушки, читать новости или смотреть сайты с порнографией. Мы попали в зависимость. Но зависимы мы не от всего вышеперечисленного, а от собственного мозга. И у нас нет другого выхода. Все решения, принятые в нашей жизни, нельзя назвать абсолютно самостоятельными, ведь за них отвечает наш мозг, а сознание их просто подтверждает. Как пример, вы замечали, что в жизни бывают такие ситуации, когда в таких простых вопросах, как начать бросить курить или начать бегать по утрам, нам очень сложно принять решение и его осуществить. А вот в других случаях, когда речь идет о действительно сложных вещах, например, о желании завести роман на стороне и жить двойной жизнью, чем поставить при выявлении этого факта под риск семью и репутацию, большинство, особенно мужчин, на это легко подписывается. Почему так происходит? Ответ будет простым. В одном случае мозг действительно чего-то хочет, а в другом нет. Можно придумывать разные уловки, но пока ваш мозг чего-то не захочет, вы и ваше сознание с этим ничего сделать не сможете. Все просто. В одних случаях мозг чего-то хочет, а в других нет. И можно себя уговаривать и придумывать системы и уловки. Но правда в том, что пока ваш мозг сам чего-то не захочет, например, испугается смерти после инфаркта и включится инстинкт самосохранения, вы сами ничего сделать с его привычками не сможете. Вот почему он легко идет на измену, если инстинкт продолжения рода доминирует. И наверняка у вас возник вопрос. А что, наше сознание не участвует в принятии решения? Ведь все-таки периодически мы делаем что-то осмысленное и осознанное. Конечно, делаем. Наш мозг не дурак. Все, что я хочу сказать, это мы не принимаем свои решения сами, по-настоящему осознанно.
Но это вовсе не обозначает, что мы не можем принимать правильные и хорошие решения. Наш мозг неплохо с этим справляется, ведь он самая высокоорганизованная материя во Вселенной, по крайней мере до сих пор известная, или, как некоторые говорят, венец творения. Но есть две проблемы. Одна из проблем состоит в том, что человеческий мозг очень эгоистичен, действует инстинктивно и однообразно. Добавьте к тому тот факт, что мир вокруг него очень быстро меняется, и вы не будете удивляться, почему он иногда принимает такие глупые решения. Например, классика. Негативно реагировать по отношению к человеку, с которым он не согласен. Ведь это крайне иррационально. А сколько жизней положено, сколько ссор и войн произошло потому, что кто-то хотел доказать кому-то свою точку зрения. И вторая проблема заключается в том, что человеку свойственно доверять свойственному сознанию. Это тоже нормально. Мы в первую очередь верим самому себе. И именно с помощью нашего сознания наш мозг успешно прикрывает эти иррациональные решения. То есть, по сути, сознание санкционирует то, с чем по уму должно было бороться. И для особо скептических слушателей, а я уверен, их будет немало, приведу еще один небольшой пример. Приглядитесь к кому-нибудь из своего окружения. То есть вы понимаете, что вероятнее всего он имеет о себе какое-то мнение, то есть каким-либо образом сам себя осознает. Но есть и реальная версия того, что он на самом деле из себя представляет. То есть реальная версия его, то есть что он на самом деле делает. И если окажется, что слова этого человека и его дела значительно расходятся, разве вы удивитесь? Может быть, в случае с другим человеком это не покажется удивительным. Мы часто сталкиваемся с тем, что люди могут думать и говорить одно, а вести себя совершенно иначе. А когда мы их ловим на этом, то сразу встречаемся с непониманием и защитой. Почему так происходит? Прежде всего потому, что люди имеют о себе и собственном поведении свое мнение и видят только его. Они не могут понять, как их видит человек со стороны. Безусловно, человек верит себе больше. Как же может быть иначе? Кажется, теперь нам стоит взглянуть и на себя. Ведь мы поступаем точно так же. И, конечно же, мы верим только себе. И мы видим только свою собственную интерпретацию поведения. Но и существует наше реальное поведение, которое контролирует наш мозг. И может это сложно понять и смириться с этим, но мозг и сознание – это две разные вещи. Если говорить простым языком, пусть это и не на 100% верное утверждение, но чтобы было более понятно, то можно сказать так. Наше сознание – это продукт нашего мозга. Это вот как молоко является продуктом коровы. И вопрос действительно сложный, поэтому давайте попробуем объясниться метафорично. Представьте себе большой океан со всеми его обитателями, рифами, впадинами, течениями, льдами и берегами. А теперь представьте себе всю живность, которая живет в океане. Рыбы, медузы, членистоногие, моллюски, кораллы, планктон, а также все растения, бактерии и грибы. Вы же понимаете, что каждое существо живет собственной жизнью. Вот жизнь акулы. Например, мозг управляет вашим сердцебиением. Это целая жизнь, спрятанная от вас. Вот жизнь морской звезды. Мозг контролирует моторику вашего кишечника. Вот жизнь дельфина, устрицы и кашалота. Каждая такая жизнь – это часть океана. Но каждая из них еще как-то воспринимает океан по-своему. Понятно, что и рыбка гуппи, и каракатица, и коралловый риф, и дельфины все видят океан по-своему и проживают свои жизни. И история, рассказанная одним из этих существ, не отразит всей правды океана, но лишь самую маленькую ее часть. Вот в таких же отношениях находится наше сознание с нашим мозгом. Сознание нельзя отделить от мозга, а работу мозга нельзя охватить сознанием. Мы – это наш мозг. Это океан, населенный разными состояниями, переживаниями, опытами,
ощущениями, реакциями, инстинктами, мыслями, чувствами, воспоминаниями, стереотипами, алгоритмами, автоматизмами и так далее. Все это мы, наш мозг. А наше сознание лишь то, где в данный момент оказался луч нашего внимания. Сознание на самом деле очень примитивно. Во-первых, оно однозадачно. Это значит, что оно не может выполнять два действия одновременно. Например, играть на пианино по нотам и решать математическую задачу. Для него это невозможно. А во-вторых, сознание не способно держать в поле внимания более 3 объектов одновременно. Мозг же выполняет и контролирует сотни тысяч операций и процессов в одно и то же время. Итак, у вас еще есть сомнения по поводу того, работают диеты или нет? Конечно же нет. Если мозг захочет сладенького, то это дело времени, когда он его получит. Как только найдется удачный момент, выходной, плохое настроение, слишком хорошее настроение, тяжелый день, закончилась диета, он тут же кинет сознанию эту мысль, и оно с чистой совестью даст ему то, что он хочет. То же самое с бегом по утрам. Мозг всегда найдет причину это не делать, если он этого не хочет. Так что теперь делать? Как же теперь жить? Все пропало, подумает расстроенный читатель. Нет, конечно. Наоборот, когда мы знаем, как устроен наш мозг, мы на коне. И я думаю, что уже у всех назрел вопрос. Как же сделать так, чтобы наш мозг захотел то, что хочет наше сознание, то есть наше сознательное «я»? Ответ будет, как и все гениальное, прост. Загрузить в него нужную информацию, используя сознание. Вот почему девушка легко бросает курить, когда узнает, что она беременна. Потому что эта информация воздействует на один из ее самых доминантных инстинктов в подкорковых ядрах. Это материнский инстинкт. И мозг тотчас же меняет программу поведения. И тот же принцип, если вы хотите похудеть. Загружайте в свой мозг информацию, которая заставит его изменить эту программу. Читайте и слушайте информацию о вреде лишнего веса для здоровья. Загружайте в него эту информацию. Как изменилась жизнь людей, когда они сбросили ненавистные килограммы, о том, как они это сделали и какие есть пути для вас сделать то же самое. Грузите эту информацию в него, как только найдете свободную минутку, пока не увидите результат. Да, это неинтересно. Да, мозг захочет инстаграмчик или новости. Но знание, что мозг вами манипулирует, а вам нужен результат, вот ваша сила. Поменяйте свой круг общения, хотя бы временно, на помешанных на здоровом питании и спортзале. Кстати, теперь понятно, почему они помешанные? Критическая доза информации была загружена в мозг. Да, это, кстати, часто приводит к перекосам в этой области. И человек только на эти темы думает, говорит и всех пытается посадить на диету. Но у вас, опять же, есть знания, и вы сможете контролировать эту дозу. Поменяйте ваши традиции и привычки, связанные с этой сферой. То есть реорганизуйте свою жизнь. Уберите всю вредную еду из вашего дома, машины, офиса и так далее. Заведите себе привычку не идти голодным в гости или на праздники. Там будет очень много бесполезной еды. И самое главное, не верьте своему сознанию. Оно слабо и ничего не контролирует. Записывайте свой вес ежедневно и следите за его динамикой. Цифры покажут, кто сильнее. И это, кстати, касается любой другой сферы вашей жизни. Если нужно наладить отношения с супругом, то грузите в свой мозг информацию, которая заставит ваш мозг улучшить ваше поведение по отношению к нему. Читайте книги на эти темы, общайтесь с теми, кто преуспел в этих сферах, думайте только об этом, планируйте свои действия, меняйте привычки и традиции. Не ждите, когда бумага о разводе заставит вас это сделать. Если хотите выйти из финансовой зависимости, то отмотайте видео на 25 секунд назад и прослушайте все сначала. Вот и завершили мы наши 6 выпусков для тех, кто хочет сбросить вес. И наблюдательный слушатель заметил, наверное, что на самом деле использовать эту информацию можно в любой сфере этой жизни.
я выбрал тему лишнего веса как обертку, в которую завернул очень сложную, но очень важную информацию. И сделал я это не случайно. Я понимал, что ролик с названием «Как сбросить вес без диеты» гораздо больше привлечет внимание, чем ролик с названием типа «Давайте разберемся, в каких отношениях находится наше сознание с подсознанием». Но сделал я это из добрых побуждений. Все, что я хотел, это заинтересовать слушателя, начать развиваться. Волшебной пилюли нет. Для того, чтобы увидеть результат, вам придется платить цену. Но каким путем прийти к этому результату, зависит от вас. И как раз от выбора пути и сильно зависит цена. И я твердо уверен, если мы выбираем путь непредвзятого изучения себя и мира, в котором мы живем, то цена будет минимальная, а путь будет наикратчайший. И вот именно этим мы и будем заниматься на нашем канале. С вами был Майкл Свобода. Живите ярко, друзья!